Кроссовер Lada Azimut успешно прошел сертификационные ударные испытания. Тестировались версии во всех комплектациях, включая базовую. Ну а результат — автомобиль соответствует госстандартам, причем с большим запасом прочности. Однако разработчики автомобиля стремятся сделать его еще более безопасным, чем того требуют национальные стандарты, и устраивают ему в качестве эксперимента экзамен на более сложных условиях. Сегодня мы будем проводить краш-тест по одному из очень самых таких требовательных и международных стандартов. Краш-тест «Удар о стоп» на скорости 32 км в час. Это достаточно таки очень тяжелый удар для автомобиля, поскольку здесь удар приходится у нас в дверь. Это правило ООН номер 135. В первую очередь мы будем смотреть на работу боковой системы пассивной безопасности, а именно это кузов, то есть как он себя ведет при таком ударе. Также мы уделяем особое внимание раскрытию подушки и шторки безопасности в совокупности с ремнем безопасности. Ну и, собственно, мы отследим данные от манекена, его критерии травмирования. На испытание по боковому удару поступила максимально оснащенная комплектация Lada Azimut. У автомобиля 6 подушек безопасности — фронтальные, боковые и так называемые шторки. Манекен водителя у нас оснащен датчиками, которые зафиксируют малейшие перегрузки у нас в голове, в плечевом суставе, в ребрах, таз и у нас еще в бедре. Помимо этого, мы также оснастили автомобиль большим количеством датчиков, которые находятся в различных частях кузова, и до удара, соответственно, мы сделали замеры, чтобы оценить после удара деформацию кузова и его нагрузку. В процессе испытаний оценивается и такой функционал, как автоматическая разблокировка дверей после столкновения и подача сигнала оператору Эра ГЛОНАСС. Итак, удар у нас был точно в голову манекена водителя. Шторка безопасности у нас раскрылась и стала своего рода мягкой преградой между стальным столбом и головой манекена водителя. Боковая подушка в сиденье у нас спозиционировалась, защитив тем самым грудную клетку у манекена водителя. Энергия удара распределилась по боковой части кузова. Она распределилась в нижней части порога и верхней части. Также хочу отметить, что все данные у нас по позывным датчикам и манекенам были записаны. Система Эра ГЛОНАСС у нас отработала штатно. Также на этом ударе мы убедились, что двери во время удара у нас не открылись и у нас отсутствует утечка топлива. По итогам теста можно сказать, что продуманная конструкция кузова автомобиля в сочетании с работой подушек безопасности дала очень хороший результат. Одно из отличий кузова Lada Azimut состоит в увеличенном содержании стали и повышенной прочности. На повышение безопасности работает и модернизированная силовая схема кузова. Кстати, часть этих конструктивных улучшений уже перешла на соплатформенную Lada Vesta. Кроме того, Azimut получил дополнительные датчики бокового удара в дверях и в центральной стойке кузова и встроенные между внешними и внутренними панелями дверей датчики давления. Показатели с датчиков удара являются входными данными для блока управления подушками безопасности, который принимает решение и выдает сигнал на раскрытие подушек и шторок безопасности. В свою очередь, датчики давления в дверях предоставляют блоку управления дополнительную информацию о силе воздействия на кузов, скорости деформации кузова и так далее. Время между контактом столба с кузовом и началом раскрытия подушек безопасности составляет несколько тысячных долей секунды. Кроме боковой подушки и шторки активируются еще преднатяжители ремней безопасности, которые оптимально позиционируют тела манекенов. Все это работает для того, чтобы не только безоговорочно выполнять российские стандарты, но и соответствовать современным мировым трендам в области пассивной безопасности.